Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола за последнее время. Честно сказать, мы думали, что, как обычно, в начале марта появится целая куча новинок и новостей из мира страйкбола. Но, как оказалось, у коварного коронавируса совсем другие планы. Как многие из вас уже знают, международная выставка IWA 2020, на которой каждый год презентуются главные страйкбольные новинки из-за пандемии коронавируса по всему миру, была перенесена с марта на сентябрь 2020 года. Более того, коронавирус уже стал причиной отмены или переноса всех крупных игр в Европе. Например, игры Birget и Border Wars уже перенесены. Отмена и перенос массовых мероприятий также коснулись центрального региона России. Например, уже отменили Нижегородский удар и другие большие игры в Московской и Ленинградской областях. Большинство производителей страйкбольного оборудования находятся в Азии. И, как вы понимаете, их работа значительное время тоже была парализована последствиями эпидемии. Как результат, в мире страйкбольных новостей и новинок все очень скудно. Об отмене выставки IWA 2020 мы узнали уже после того, как купили все билеты, получили визы, проплатили жилье и аренду машины. И так как самолет у нас все равно был через Чехию, мы решили не отменять поездку и остаться в Чехии на 6 дней. Не пугайтесь. Мы успели вернуться в Россию до того, как в Европе началась вся эта движуха, да и Чехия успела закрыть свои границы вовремя. Что интересного мы успели посмотреть за это время, я расскажу чуть ближе к концу выпуска, а пока вернемся непосредственно к страйкбольным новостям, про которые я знаю. VE Airsoft анонсировали новую линейку ГББ пистолетов Springfield Armory. Пистолеты лицензированы компанией Cybergun. Помимо страйкбольных версий, также будут выпущены пневматические 4,5 мм версии для стрельбы стальными шариками. Может быть, я что-то, конечно, пропустил, но, по-моему, до этого VE 4,5 мм пневматикой не занимались. Некоторые азиатские и европейские магазины запустили предзаказ на страйкбольную АЕК-версию Barrett Rec 7 от Crytek. Новинка полностью лицензирована компанией Barrett Firearms. В зависимости от модели ценник варьируется от 400 до 430 евро. Есть модели в разных цветах и с разной длиной цевья и ствола. Если кто не знает, в мире огнестрельного оружия Rec 7 это автомат американской компании Barrett Firearms, который был построен на основе М16. G&G выпустили короб для своего легкого пулемета LMG в расцветке Multicam Black. От стандартной версии он ничем, кроме расцветки, не отличается. Еще G&G сделали Green-Gas магазин увеличенной емкости на 50 шариков для своего пистолета GTP-9 и пистолет-пулемета SMC-9. Любителям пистолетных игр должно зайти. В магазин Airsoft Store приехала новая поставка продукции от Ars Arma. В наличии большой ассортимент одежды и снаряжения, который вы можете купить здесь и сейчас. Из новинок можно отметить бронежилет А18 Skanda, боевой пояс Ronin SGB, комплект защиты шеи, комплект моли-адаптеров для системы распределения веса STK-SS и STK-SS упоры для бронежилетов SPS и А18 Skanda. Все новинки доступны в 6 цветах, ссылка на каталог в описании. LCT анонсировали АЕК-версию PP1901 Витязь с ходом затвора, имитирующим отдачу. Работает все это дело точно так же, как и на остальных моделях с электроблоубеком АК-серии. Судя по красному проводу, аккумулятор находится в цевье. В это время ЦИМа взялись за классику и сделали свои страйкбольные АЕК-версии винтовки М16А1 и карабина Colt XM177E1. Они, конечно, не очень точно повторяют боевые вьетнамские прототипы в деталях, но зато появился вариант получить бюджетную базу для проектов по этой тематике. King Arms анонсировали новый револьвер Colt Peacemaker в тактическом обвесе с суровым названием Devil. Причем тут черная пантера, я не знаю, материал вроде не вибраниум. Strikeart наконец решили порадовать игроков темной стороны и начали работу над пусковым устройством в форм-факторе реактивной гранаты АТ-4, предназначенной для стрельбы страйкбольными выстрелами Игла, Стрела 2М и Стрела 2М-У. А еще Strikeart совместно с нашим магазином страйкбольной пиротехники Бабахи запустили большой розыгрыш с общим призовым фондом в 50 тысяч рублей. Чтобы было еще интереснее, мы сделали целых 5 призовых мест, а это значит, что шанс что-то выиграть резко увеличивается.
Итак, можно выиграть страйкбольный миномет плюс 50 выстрелов к нему, страйкбольный гранатомет «Малыш Кортес» плюс 50 выстрелов чекист к нему, из которых 10 дымовых, 50 универсальных выстрелов толкач для страйкбольных гранатометов, 50 ручных страйкбольных гранатометов «Пенал» и 20 дымов с активной скобой М18 плюс 10 страйкбольных гранат М84. Понимаю, что многие из вас хотели бы видеть в списке призов рулон туалетной бумаги, но пока мы можем позволить себе только пиротехнику. Ссылку на розыгрыш я оставил в описании к этому видео. Сам розыгрыш состоится 31 марта 2020 года. Кстати, еще о розыгрышах. Многие из вас после каждого видео в комментариях спрашивают, что на мне была за толстовка, боевая рубаха и так далее. Так вот, предугадывая ваш вопрос, прямо сейчас на мне боевая рубаха Forester от фирмы Phoenix, и прямо сейчас в их группе ВКонтакте проходит розыгрыш таких рубах. Там тоже целых 5 призовых мест, и победителей они будут определять уже 22 марта этого года. Если вы любите такие движухи с розыгрышами, дуйте по ссылке в описании и участвуйте. Энтузиасты из России на краудфандинговой платформе Boomstarter запустили весьма занимательный проект. Их идея заключается в том, чтобы сделать электролоудер в виде плиты САПИ, которая располагается в вашем бронежилете. Носик лоудера будет располагаться спереди в нижней части плиты, то есть вы просто подносите магазин шахтой к лоудеру, нажимаете, и тот его автоматом заряжает. Работает все это дело от 11,1 вольтового аккумулятора. Если вам интересны другие подробности этого проекта, ссылку я оставил в описании. Modify анонсировали некую новую снайперскую винтовку. Вместо того, чтобы сразу назвать, что это будет за новинка, они решили сделать из этого интригу и выкатили неполное фото и подсказку, что эта винтовка есть в Counter-Strike. Люди в комментариях быстро раскусили, что это будет снайперская винтовка Steyr Scout. Если это так, то это будет первая страйкбольная реплика этой винтовки. А еще у нас наконец появился мерч в виде вот таких вот PVH патчей. Есть два варианта: яркий парадный красного цвета и полевой, который не будет выдавать вас на играх. Кто давно их ждал и хотел приобрести, вы можете это сделать по ссылке в описании. Ну и напоследок я расскажу о нашем путешествии по Чехии. Так вышло, что рабочая поездка в Чехию для нас превратилась в незапланированный отдых. Большую часть времени мы гуляли по историческим местам, ели и пили. Но несколько мест по близкой нам тематике мы все-таки посетить смогли. Во-первых, у нас получилось посмотреть на производство компании Prabas. Если кто пропустил, это один из крупнейших производителей военной и тактической обуви в Европе. Их производство расположено в городе Славичин, это недалеко от города Злин. Скажу честно, я в первый раз был на настоящем промышленном производстве обуви, и когда ты все это видишь вживую, это определенно впечатляет. Мне удалось посмотреть сборочный цех, где каждый работник выполняет какую-то одну операцию, чтобы в итоге получился цельный ботинок. Посмотрел, как работает контроль качества и как проверяется целостность мембраны. Нам показали цех разработки новых моделей, в котором стоит специальное оборудование, которое позволяет штучно быстро создать и протестировать какое-то решение до того, как оно будет запущено в серийное производство. Например, вот эта машина лазером может нарезать набор деталей для новой модели ботинок, которые буквально несколько минут назад были нарисованы в векторной программе. Еще удалось вживую посмотреть, как работает роботизированная линия по приливу подошвы. Честно скажу, вживую это реально впечатляет. Вечером того же дня мы решили посмотреть, как в Чехии обстоят дела с тактическими играми. В городе Злин есть интересная лазертаг-арена, которая называется E-Strike. Полигон интересный и очень чистый, с комфортной зоной отдыха и просто нереально крутым полом, который позволяет комфортно бегать и делать подкаты. Владелец арены Ян Бартик сам разработал лазертаг-систему, которая используется в клубе. Я не особо разбираюсь в лазертаге, но особенность этой системы заключается в том, что у нее есть два излучателя. Один с широким пятном поражения и небольшой дальностью, и второй с узким пятном и большой дальностью. Нихуя не понимаю, но очень интересно. А еще у них есть несколько разных моделей оружия с разными характеристиками стрельбы. Например, пистолет там стреляет не дальше 30 метров. За счет такой системы игровой процесс очень сильно напоминает страйкбольные пистолетки на CQB полигоне. Например, те, которые проходят в нашем страйкбольном клубе Дельта.
В отличие от привычного лазертага, на близких дистанциях вам не нужно целиться непосредственно в датчик. И чтобы попасть, можно просто выстрелить по направлению к цели. Первый раунд я, конечно, привыкал, как нужно целиться, чтобы попадать, как работать с укрытием с таким пятном поражения и так далее. Но уже со второго раунда втянулся и могу сказать, что это был самый интересный лазертаг на закрытой площадке. Кстати, игру мы тестировали совместно с Разведосом, играя в одной команде против моих же сокомандников. С нами же играл Ян. В итоге, судя по статистике, наша команда победила с небольшим перевесом по очкам. Да, статистика тут тоже есть, и можно посмотреть, кто сколько набил фрагов и сколько раз умер. На следующее утро мы поехали в очень крутое место. Это Army Park в Словичине. Пока Разведос с Владом занимались фотосессией для презентации новой коллекции от Прабас, Ярослав из Army Park провел нам неожиданную экскурсию. Если вспомнить историю, то в 1968 году для предотвращения попытки реформирования политической системы в Чехословакию были введены войска Варшавского договора, и наиболее крупной группировкой войск были войска СССР. Полный вывод советских войск произошел только в 1991 году после распада СССР. Так вот, в этом музее собраны образцы вооружения и специального оборудования, которое использовалось советскими и чехословацкими военными в этот период времени. Вся экспозиция разделена на несколько тематических комнат. В первой комнате можно было вживую посмотреть чехословацкие образцы стрелкового оружия, различные образцы патронов, образцы минометных мин, реактивные гранаты и пусковые устройства, боеприпасы для подствольных гранатометов и даже авиационные бомбы. Во второй комнате нас ждала экспозиция из множества различных ночных приборов, приборов для определения химического состава газов, средств индивидуальной защиты от химического оружия, средств автономного дыхания и другого подобного снаряжения. В третьей комнате можно было вживую посмотреть на средства ПВО и различные ракеты, в том числе ракеты со средствами самонаведения, корректируемые ракеты, среди которых даже был американский образец. Четвертая экспозиция, наверное, самая впечатляющая. Тут можно вживую посмотреть на деактивированные образцы баллистических ракет, а также на первые образцы военных роботов. Чуть дальше были наглядно показаны двигатели и элементы трансмиссии различной военной техники и бронетехники. А еще тут стояла учебная кабина танка Т-72. Ну и последняя экспозиция была посвящена средствам связи и средствам радиоэлектронной борьбы. Тут были как советские, так и чехословацкие приборы. Если вы вдруг поедете в Чехию и у вас будет возможность посетить это место, обязательно это сделайте, оно точно того стоит. Других новостей у меня пока для вас нет. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, жать колокольчик. Следите за здоровьем и не поддавайтесь панике. До скорого!